Всем привет! Сегодня у нас 17 июня 2020 года. Время 15:03. Что-то неохота было снимать с утра. Сейчас думаю, поснимаю чуть-чуть. Сейчас поставила воду под лапшу. Подливка у нас осталась. Сейчас лапшу сварю с подливом, еще крошка. Там чуть-чуть осталось, доедим. У нас на улице дождик начался, ветер дует не маленький. С утра-то вроде солнышко было, а сейчас вообще и ветер, и дождик. Но вроде на улице тепло, но не знаю сколько градусов даже. Вот. Сейчас покажу вам. Вот, видите, дождик идет на улице. Видите, мокро все. Ветер. И муха сидит. Видно, не видно, не видно. Даже видно, как дождик идет. Ну, окно открыто, тепло. Ну, поставила воду под лапшу. Буду варить лапшу. Вот тут, вот видите, еще это. Как мама мне привозила целый пакет, и вот еще сколько осталось. Такая вот лапша крепченая. Рожки или вермишель, как. Вот, спиралька, короче. Вот сейчас ее сварю. Подливку я потом достану. И окрошку потом достану. Сейчас сначала лапшу сварим. Вот. Такая вот у нас погода. С утра солнышко было, сейчас дождик начался. Вот. Не знаю, видите, темно, как у нас сразу стало. Но на кухне-то вроде посветлее, потому что я возле окна сижу. Вот. Вот так вот. Сегодня ничего такого. Ну, кого готовить? Вот тоже лапшу, потому что я говорю, что много чего есть. Окрошка есть, салат мы вчера съели, там немножко оставалось. Окрошку доедим там как раз на сегодня. Потому что же много делала окрошки, видели. Ну, лапшу с подливом. Все, покушаем. А завтра мы уедем в гости к Аркашиным родителям на 2 дня. 20-го приедем обратно через 2 дня. Вот. Так, сегодня вечером поотвечаем на ваши вопросы еще. И 2 дня видео у меня не будет, потому что там я не снимаю видео. И поэтому только 20-го вечером буду немножко снимать видео. И добавлю его, наверное, 21-го только видео. Потому что 20-го я кого там чуть-чуть поснимаю, что как мы домой приехали. Дорогу немножко опять поснимаю, куда будем домой ехать. Вот. Дома немножко так поснимаем. И на следующий день поснимаем. Так что 21-го только вечером будет видео. Это видео-то сегодня у нас будет, потому что мы еще вечером на ваши вопросы отвечать будем. А то, что завтра, послезавтра, 2 дня, да, всем привет. Видео не будет, потому что мы будем в гостях у Аркашиных родителей. Поэтому нас не теряйте. Только увидимся с вами 21 вечером. Крышку нет, крышку я не убираю туда, Зая. Крышка у меня всегда стоит вон там. Я ее туда поставлю. Я только кастрюли. Я тебе уже говорила, Зайка, про это. Так что вот такие делишки. Ну все, лапшу я уже туда бросила. Вода закипела. Сейчас отварим. И будем обедать. Еще потом это сейчас пообедаем. И это... Чистое белье хочу убрать, если оно высохло, то уже буду убирать чистое белье. Вчера стирала, вы видели.
Так что вот так вот. Нога что-то болит не могу. Или на погоду, или что аж ломит бедро. Правое аж невозможно. Ой, ой. Ладно, буду варить лапшу. Лапша уже, видите, закипела. Вот перемешала ее сейчас. Сейчас это сварится. Сейчас буду подливку ставить туда на дальнюю. Потому что лапшичка варится, вот уже закипела. Сейчас будем скоро ее уже промывать. Она недолго варится у нас. Ну, вроде чуть-чуть потише, да, идет дождик. Не так уж. Ну, люди, видите, ходят. Даже не боятся дождика. Ходят без масок, без всего. Но дождик идет небольшой, видно сразу. Вот. Так вот. Попробовала еще немножко сыроватая лапшичка. Ну, скоро уже будем вытаскивать, промывать. Достала подливку, поставила. Вот подливка у меня тут она с фаршем сделана. А я лапшу прям в нее, в подливку буду добавлять. Решила вместе с подливкой перемешать и все. Так что вот. Сейчас скоро промывать буду. И добавлять туда сразу. Окрошку я еще не доставляла. Ой, не доставала. Не доставала. Вот так вот. Промыла. Вот, сейчас буду ее добавлять. Вот, сейчас буду добавлять сюда потихонечку. Вот так вот. Берем специальную такую, потому что я только здесь только ей перемешиваю. Вот так вот у меня сразу вместе с подливкой. Сейчас перемешаем. И все. Вот так вот все перемешали. Пока сюда положу на крышечку. Пусть немножко покипит сейчас. Подсолю немножечко и все. И будем обедать. Крышка выглянула. Видно, нет? Ну, закрой пока окно. Вот такая вот примерно погода. Да. Только что был дождик, а уже опять солнышко. Все, налила я окрошки. Сколько было. Вспомнила, что у меня еще квас есть. Буду квас еще пить. Но Аркаша, может, попробует со мной этот квасик? Я не знаю. Нет. Аркаша не будет. Квасик. Все, лапша у меня тоже уже готова. Я ее немножечко подсолила. Потому что она была чуть-чуть недосолена. Недосоливата. Ну, блин, все, заговорила. Ну, поняли меня, короче. Все. Я пока закрывать не буду, чтобы она немножко остыла. И все, сейчас будем обедать. Да. Будем обедать. Ну, вот просили, чтобы мы показывали немножко, как мы кушаем. Вот немножко покажу. Аркаша не хочет показываться, стесняется. Хотя я тоже немножко... Я не стесняюсь, я просто ем как поросенок, но думаю, это неприятно будет. Да и я все равно не как-то на камеру не очень привыкшая показывать это все. Какие у нас планы на сегодня? На сегодня у нас никаких планов. На вопросы ответить и все. Белье у меня чистое убрать, я уже говорила. Сухое, а не чистое. Ну, чистое, сухое белье. Вот. Как хорошо вот в жару, вот само то окрошечка. Вкусная. Да?
окрошечку скушаем, потом лапшичку будем. Ну, что-то захотели без хлеба. Хлеб у нас есть, но что-то неохота хлеба, ни мне, ни Аркаше. Так, а лапшу Аркаша без хлеба теперь вообще ест, он лапшу с хлебом не кушает. Так что вот так вот. Вот. Ну, хотите, я вот покажу. Аркашечку немножко. Немножечко покажу. Так вот. Ну и плохо видно, конечно. Напротив окна всегда плохо видно. Я люблю кофе. Мне надо на телефон купить карту памяти на 32, чтобы нормально записывать видео. А то у меня стоит на 8. И не хватает у меня памяти. Короче, обращение к подписчикам, знаете, кто хочет ей помочь, скидывать денежку на карту. Номер карты она оставляет в описании. Ну, короче, вот так вот. Куплю карту памяти на 32. Потому что, как вы заметили, что когда я снимаю на телефон, а потом, когда мы отвечаем на ваши вопросы, мы снимаем на камеру, что немножко отличается запись. Вы это заметили все равно. И поэтому вот охота, чтобы на телефон снимать с нормальной четкостью. Все равно камера немножко четкость не такая, но она отличается. Вот. Поэтому потом куплю себе и буду. Положила лапшу Аркаше себе. Вот так вот, видите, вместе. Она с фаршем идет. Ну, конечно, еще горяченькая. Горяченькая. Будем кушать. Потом квас попьем. Налила себе квас. Аркаша сделал, морсик сделала. Компот мы уже допили. Попросил морсику. Как бы мне поставить? Вот так вот. Вот. Это самое. Потому что квас Аркаша не пьет такой магазинный. Он пьет, если только домашний квас. А я люблю любой домашний, магазинный. Ну и люби. О, как вкусный. Вкусно. Зря ты не пьешь. Не любишь. Лапшичка еще горяченькая. Угу. Вкусно. Тогда я лапшу с чем делал? Подливка была, а тоже с лапшой делала, да, я подливку? Я уже забыла. Только другой лапшой. Спагетти было, да. Мы вегетарианцы. Ну, я делала подливку с фаршем, вот. Видите, фарш. Фарш, лук, морковка, томат. Вот так. Ну, спагетти отдельно было, это сегодня я так решила перемешать вместе с лапшичкой. Так вот лучше, мне кажется, удобнее. Горячо. Я и без хлеба наедаюсь, если честно. Я хлеб очень... Утром вот если кусочек съем, с маслом, сыр, колбаса, мне хватает. В обед могу без хлеба, вечером. Ну, смотря что, если вот консерву какую-нибудь, ну, например, шпроты в масле, ну, какую-то консерву, если мы кушаем, то, конечно, я без хлеба это не буду кушать. Или... Многие не любят вообще консервы. Просто так кушать, как мы кушаем. Угу. И еще что? Без хлеба я не ем. Ну, то, что картошка в духовке, я тоже могу и с хлебом, без хлеба, но почему я иногда ем с хлебом? Потому что лист там же самое вкусное остается.
майонез. Вот это. Я люблю этот лист хлебом вымакивать, такая вкуснятина. Да? Аркаша обалдеет, надо мной сидит. Вкусно? Да. Ну, горячая, да? Угу. Ой, за руку держимся, Сжигает. видите? Ну, так что... Ну, квас обалденный. Ладно, будем мы дальше обедать. Посмотрели? Ну ладно, будем мы дальше сидеть, кушать, обедать. Посмотрели немножечко, как мы обедаем. Выбросили, вот лапшичка еще у меня есть. Аркаша. Всем приятного аппетиточки. Да, всем Что приятного завтракает? аппетита. Обедает, ужинает или поздничает. Всем приятного аппетита. Увидимся вечером. Будем отвечать на ваши вопросы. Пока. До вечера. Опять дождик. Только было солнышко. Мы когда обедали, вы видели, мы чуть-чуть показывали. Солнышко было. Смотрите, опять дождик пошел. Опять дождь идет. То дождь, то солнышко. То солнышко, то дождь. Да, такая погода. Интересно, завтра какая будет погода. Ну, надеюсь, завтра дождя не будет. Фоточку на порядке. Ну что, пришло время снова отвечать на ваши вопросы. Да. Как мы обещали. Аркаша немножко поспал, только проснулся, но я ему не дала долго спать, потому что ну нельзя вечером долго спать. Так, вопрос у нас от канала Идея. Это от Ириши. Каких блогеров вы смотрите и какой ваш самый любимый блогер? Я смотрю многих блогеров. Я смотрю маму отличника, Виталик и Ангелина, Диана и Рушан, Кристина, Дианина сестра, потом Вредина Лайф, Лариса Цуканова, потом идет Надя, ну, нет, это забыла как фамилия, но она родственница Вредины Лайф, она жена ее брата, короче, фамилию не помню. Ирина Лайф смотрю. Всех я смотрю, многих, у всех не запомнишь, короче. Но самый любимый блогер, как? У меня все нелюбимые. Наверное. Наверное, Вредина Лайф. Ну, Вредина Лайф, это, ну, не знаю, у меня не все любимые блогеры, у меня нет такого, что есть... У меня, я их всех одинаково люблю, всех одинаково смотрю, так что они у меня все любимые. Я не смотрю блогеров. Почему? Они же спросят, почему. Отвечай сразу. Я не смотрю, мне не нравится. Мне лайф как-то не очень нравится. Лайф видео, которые снимают. Мне не нравится такое. Поначалу, да, они такие, а потом уже, когда начинают это расти уже, начинают наглеть уже, начинают открыто вести себя. А я не люблю это. А еще я смотрю «Ванильная семья», тоже мне нравится. Мама, Ну, это Юля, это дочь мамы отличника. Но мне нравится смотреть видео мамы отличника, но мне одно не нравится, не знаю, ну, почему-то, ну, Лена, Аркаша, что тоже нажимаешь?
Мне не нравится просто, когда она показывает своего сына Леву, который дурачится, вроде взрослый парень, а дурачится. Вот это мне не нравится. А И, я тоже дурачусь. ну, не до такой степени, Зая, он еще хлеще тебя дурачится. И ихнюю собаку, вот этого Тедди, не люблю такую породу собак, как они называются, Мопс. мопсы. Не люблю таких собак, и вот когда она их показывает, говорю правду, я перематываю эти моменты просто. Ну, не люблю я это смотреть, вот, когда она их показывает. Когда Лева ведет себя нормально, но это редко бывает, еще можно посмотреть, но всегда дурачится. Даже нормально помочь не может матери. Там. Ну, короче, ну, такое не нравится мне. А так, в основном всех люблю, остальное все смотрю с удовольствием. Только вот вот этого мне, две вещи не нравятся, и все. Так, на вопрос, на какие фильмы, сериалы мы уже отвечали, какие фильмы, сериалы мы любим, да? Мы уже на этот вопрос отвечали, так что отвечать на этот вопрос мы не будем, потому что мы уже отвечали. Вы уже повторяетесь немножко с вопросом. Следующий вопрос. Кого вы больше любили в детстве? Маму или папу, или брата, или сестру? Ну, я любила всех. И маму, и папу, и у меня две сестры еще есть. Я всех любила одинаково, не выделяла никого. И что маму, что папу, что сестер своих. Всех люблю одинаково, никого не выделяла и не выделяю. Это вопрос для меня очень трудный, потому что боюсь обидеть кого. Папа у меня на первом месте, конечно, я честно скажу, что папу я уважаю, люблю и ценю. Маму тоже люблю, уважаю и ценю, но папу все-таки чуть-чуть больше. У меня брат есть, я его тоже люблю, племянницу люблю, всех люблю. Всех люблю на свете я. Дальше. Никого не выделяю я. Ну, что-то Ирина нам в этом очень много вопросов задала. Она же говорила, что немного. Следующий вопрос от нее, от Ирины. Какие вам нравятся игры? Карты, домино, шашки или вы больше компьютерные игры предпочитаете? Но я, если честно, люблю в карты играть. Аркаша вот как бы не любит, да, играть? Или Я любишь? люблю только... Вот из нас нет. Давай, отвечай, потом я. Ладно, я люблю в карты играть. В домино, в шашки я не умею играть. В лото еще могу поиграть, тоже нравится. А вот шашки, шахматы, что там еще? Домино. А в домино раньше играла, но уже сейчас не знаю, может позабыла. Ну, вот, короче, карты, лото, домино. Остальное не люблю, не умею. А у меня наоборот. Все в точности да наоборот. Карты я не люблю. Лото тоже не люблю. Ну, как-то вот с цифрами я не очень лажу. Вот. Ну, домино это одно, это интересно, более-менее. Шашки люблю, в шахматы не умею играть. Плюс еще нарды. Вот не так давно, ну, сравнительно недавно научился более-менее играть в нарды. А вот по компьютеру играл, да, это да. Это прям мое. Больше любимый жанр РПГ, то есть ролевые игры. В основном из-за сюжета. Ну, квесты тоже они, сюжет есть там. Но РПГ больше не нравится. У меня есть куча приставок. Я в них во все играю. Вот. Кстати, вот за Настей прямо находятся мои приставки, все стоят. Вот. Я могу показать.
Где-то вот там, вон, видите? Вот там Там. все. Вот они, короче. Вот там картриджи, диски у меня в комоде. Вот. Целая коллекция. Но это еще не полная. Из того, что я хочу. Дальше. Следующий вопрос. Какие вещи вам больше всего нравятся? А это... Вещи чего именно? Ну, вот эти вещи. Вещи? Тебе Ну, нравятся пиджаки, юбки и прочее? Платья мне нравятся, юбки, вот, ну, летние такие, туники, вот кофточки, чтобы с юбкой просторные было носить. Штаны не люблю вообще, но зимой приходится одевать штаны, а так нет. Юбки, платья красивые, ну, если, может, сарафан какой-нибудь красивый, ну, вот так вот. Я люблю широкие джинсы, широкие штаны, широкие футболки. Кофту с капюшоном, большие размеры. Мне нравится. Хоть я и сам худенький, но мне нравятся большие размеры. Ну, чтобы посвободнее немножко было, не то, Да. чтобы большие, прям свободно. Я тоже люблю, чтобы свободно. В обтяжку не люблю. Все, ответил? Водолазки не люблю. Я тоже не люблю. В детстве, конечно, носили, но вот это вот давит на горло. Вот это вот. Давай дальше. Есть ли у нас машина и о какой машине вы мечтаете? Машины у нас, к сожалению, нету. Но с детства мечтала и мечтаю как бы научиться водить, но это навряд ли будет. А какая машина? А какая машина? Ну, вот знаете, вот, ну, большую точно не надо. Есть вот маленькие под вид, знаете, вот девушки за ними ездят, под вид как вот Тика, не Тика, как она называется, такая маленькая, аккуратненькая машина. Да, матерь. Ну, как-то вот так, да. Ну, такую не хотелось бы иметь, но, увы, не умеем водить машину. У меня нет машины тоже. Больше всего я люблю спортивную машину. Спортивную и ну да, только спортивные и суперкары. Вот. Феррари, Ламборджини. Из российского, ну я не знаю, из отечественного автопрома мне больше нравится Лада, как ее, Ларгус что ли? Не Ларгус, как? Ну новая, это последняя. Ой, я На не такси-то ездит. Рено Логан. Не. Ну я не запоминаю эти марки, машины. Я в них не Короче, разбираюсь. подскажите, какая там Лада была? Я не Не Калина, а это... Ну, подскажите, короче. Я в них не разбираюсь, в этих машинах. Ира спрашивает. Приора. Да. Приора? Да. Ну вот. Ира спрашивает, можете подсказать, на какой программе вы монтируете видео? Просто интересно. NCH видеопэд, видеоредактор, видеопэд. Есть Sony Vegas, но с этой программой я не работаю, я не знаю. С видеопэдом я давно дружу, поэтому мне легче научиться на видеопэде работать. Мы только еще не умеем научиться ускоренно немножко добавлять. Да, это я уже понял. А, ты понял, да? Ну, я-то не знаю. Ладно, следующий вопрос. Вы любили учить стихи в школе? Я не очень. А я наоборот обожаю стихи. Я и пишу, и учу, и рассказываю. Ну, Мне сейчас, нравится. ну, я раньше тоже писала стихи в тетради. У меня
3 или 4 тетради было со стихами. И Ну, я... это не показатель того, что ты это прям поэт вообще такой. Да при чем тут показатель? Я просто говорю, рассказываю. Что я могла, знаете, 10 стихов разных за полчаса сочинить. А сейчас уже все не могу, и эти тетради у меня куда-то делись, потерялись, и все не нашла. Я тебе и говорю, то, что ты как это не показатель. Да я ничего не говорю, просто говорю, что я сочиняла. Дальше. Так, Вера Тревогина спрашивает. Настя, а пользуешься средствами для ухода за стиральной машиной? Если да, то какими? Не пользуюсь никакими. А надо бы. Ну, нам мастер сказал, что вообще не надо никакими пользоваться, иначе испортится машинка. И колгон, ничего И не вообще надо. никакими нельзя нам пользоваться. Ни колгон, ни то, что рекламируют, быстро сломается. Даже поэтому мы и не пользуемся. Так, ну тут и... Так, вопрос. Дэвид. Давид. Ну, Дэвид, блин. Давид Геймер. Так, вопросов у него много. Вопрос. Вы говорите, это не ваша квартира, а чья это или от кого? Мы уже говорили, что мы живем на съемной квартире, мы То есть снимаем. снимаем жилье. Да. Это не наша квартира, мы снимаем. Мгм. К нам каждый месяц хозяйка приходит, мы даем денежку, сколько нагорело и за аренду. Ну, так что мы снимаем. Когда решили создать канал? Ну, когда решили? Когда создала канал я? Что-то не помню, надо тут у меня смотреть. Перед Новым годом, когда мы тут отмечали первый Новый год, когда Здесь ты уже? была, ты уже показывала. Здесь уже, да? Да, ты тут показывала свои поделки новогодние. Это было года 3 назад примерно. Ну, сейчас у нас 2000, если года 3, это получается в 17-м году, да? 17-й, да. Ну, где-то так, ну. А ты? А я раньше. У меня еще раньше была такая тяга. И говорю, записывать, потому что у меня... Так, сейчас помню. Это еще до тебя было, когда у меня интернет подключили, я сразу же начал это делать. 2011 год, но у меня странно как-то, что такой большой канал, ну, в смысле, по возрасту, короче, старый канал, а подписчиков нету. Там 159, а было 160, сейчас 159 опять. Ну, подпишутся, ничего. Так, куда вы потратили бы $1 миллион? Мы уже отвечали. На это мы уже отвечали. Вопрос, да. Кто ваш любимый актер? У тебя. У меня любимый актер Шакрукхан, наверное. Митхун Чакраборти. А у меня Арнольд Шварценеггер. Ну, у меня в основном все азиатские и американцы. Эти Сталлоне, Шварценеггер, потом кто еще? Джеки Чан, Джет Ли, Брюс Ли. Ну, всех не перечислить, конечно. Любимого спортсмена у меня нету никак. Я не люблю спорт. А у меня это, футбол, значит, у меня любимый спортсмен Генрих Мхитарян. Вот, потом хоккей я не очень люблю, не слежу за этим. Баскетбол тоже.
как-то, ну, у меня есть любимая команда в баскетболе, это Лос-Анджелес Лейкерс. Но, к сожалению, я не знаю там ни одного спортсмена. Вот. Дальше, следующий вопрос. Ваша любимая еда? Мы тоже отвечали на этот вопрос. Мантулагман. Да. Какой был ваш худший или лучший день в жизни? Лучший день в жизни наш, это когда мы с тобой познакомились. Вот и все. Ну а худший Когда мы день? познакомились? Худший день, я так... Худший день это мой второй день после рождения. Потому что я заболел. Я его не помню, правда. Естественно, я его не помню. Вот. А у тебя? У меня худшие дни, это, я говорю, то, что мы лежали в больнице 2 года. Вот это самое худшее было. А так, День? худший день, худший день я не знаю. Как, чё, ну, самый худший день, наверное, был... Так, не соврать бы. Давай дальше. Но я вспоминаю. Когда я потеряла свою лучшую подругу. Вот. Расскажите самую интересную историю с вашей жизни. Ой, это долго, Давид, давай Это долго, да. Но у нас тем более аккумулятор скоро сядет на Так, камере. подождите, мне мама звонит. Извините, что прервались, просто мне мама звонила, пришлось Мы каждый прерваться. день звоним родителям, говорим, что все нормально, типа, да, что делаем, вот это вот. То. Они нам тоже звонят. Да. Ну, мы остановились на том, что насчет интересной истории нашей жизни, это будет очень Давид, это долго. очень долго рассказывать. Давай в следующий раз как-нибудь. Да, в следующий раз, и чтобы уже подольше время было. Вот, Да, специально, вот специально выделим под это специальное видео. А вообще, если хотите, кто хочет услышать истории из моей жизни, подписывайтесь на мой канал другой. Вот. Ссылку Настя разместит в описании. Если хотите, чтобы, да, мы ответили на этот вопрос, историю в своей жизни, то мы, наверное, будем рассказывать его, наверное, по отдельности, да? Каждый на своем канале. Я на своем канале, Аркаша на своем канале, потому что у каждого своя история, у кого это самое. Наверное, мы так сделаем. Так. Скажите, каким шампунем вы пользуетесь, а то у меня много плохой шампунь. Но я разными шампунями могу. Шаума, да? Или как она называется? Ну, помню. Шаума там, Да. шамту там. Шамту или вот 100 рецептов красоты. Ну такая Ну, вот. короче, вот. Да, такая вот. Да мы шампунь. тоже разными шампунями пользуемся, нам все равно. И в это пишет: Настюша, значит, будем ждать праздника, накрасишься, тогда покажешь, какой у вас грядет праздник. Я уже тебе в комментарии ответила, но я еще раз скажу, у Аркаши 15 июля будет день рождения, вот тогда там я и накрашусь. Вера пишет, просто это не вопрос, а просто прочитаю я. Настя, когда написано от души, всегда читаешь и прослезишься. Ничего зазорного в этом нет. Слезы радости всегда приятны. Спасибо большое. Вопрос еще от Ирина спрашивает. Кто вы по знаку зодиака? Я Скорпион. Я родилась год петуха, и я Скорпион. А я Сабзиро. Знаю. Давай серьезно. А я это год кролика и кота, и это все я по гороскопу, по звездному. Я рак. Вот ты рак, и год чего родился? Кота. Вот, а то И все. кролика. Ну, кот или кролик? Кот или кролик это одно и то же. Ну, короче, год кота и
брак. Вон тут Всё. заряда мало. Давай, разговаривай дальше. Ну, все. Да, Ну ладно, все, все. вот, все вопросы, все, что вы задали, мы ответили. Еще раз повторяю, вы не повторяйте свои вопросы. Насчет еды, какая еда, какие актеры, какие фильмы, сериалы, мы уже на это отвечали. Вы повторяетесь. Пожалуйста, не повторяйте свои вопросы. Всем пока, спасибо вам за внимание. Мы вас всех любим, обнимаем. У нас заряд заканчивается, так что долго мы не будем. Всем Ставьте пока. лайки, пишите комментарии. Зая, вот сейчас отключится. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, нажимайте до на новых колокольчик. встреч. Ждите уже уведомления. Все, всем пока. Да будут с вами пиксели. Да все, пока. Всем пока.